Друзья, приветствую всех. Это «Система». Как обычно, подводим итоги недели, анализируем события, комментарии, заявления. Сегодня поговорим о подготовке контрнаступления, о визите генсека НАТО, что нас ждет все-таки на саммите Альянса. Продолжают появляться, кстати, новые документы из слива Пентагона. Чего ждать еще? Поговорим о прогнозах, ну и ближайших трендах. Сделаем сегодня это вместе с известными экспертами, политологами. Тарас Загородний, политический эксперт, управляющий партнер национальной антикризисной группы, и Игорь Рейтерович, политолог, кандидат политических наук. Приветствую вас. Да, здравствуйте. Давайте с темы НАТО начнем. Итак, на днях побывал генсек НАТО. Ну и было несколько заявлений. Как по мне, очень показательное заявление президента, который сказал, что никто не поймет, если Украину не пригласят в НАТО. Ну и, например, министр обороны Германии, который заявил, что быстро не будет. И нам предложили там как-то протискиваться в двери, потому что он сказал, что двери не открыты, они приоткрыты. То есть ваш прогноз, на что все-таки нам рассчитывать? Что должно произойти до 11 июля, чтобы нас пригласили в НАТО? Ну, мне кажется, что в первую очередь что-то должно произойти на фронте. Все страны этого ждут на самом деле. И в зависимости от того, как там будет развиваться ситуация, мне кажется, на саммите в Вильнюсе будет зависеть и позиция Альянса по поводу вступления Украины. Если мы будем иметь, и мы в это все верим и надеемся, какие-то там ошеломляющие успехи, то позиция многих стран, которые сейчас занимают такое несколько отстраненное состояние, она поменяется. И они, в принципе, уже начнут говорить о каких-то дополнительных гарантиях, открытых дверях, а не приоткрытых. Та же Германия, она просто выжидает сейчас. Они, с одной стороны, помощь прекращать не будут, потому что тот же министр обороны сказал, что при этом он допускает и вообще принимает нанесение ударов, например, нашими войсками по территории России, если речь идет о военной логистике. Но они будут просто за этим смотреть, если не увидят, что ситуация позитивно развивается, то это изменит как бы их отношения. Но, с другой стороны, он же тоже сказал, министр обороны Германии, что пока идет война, этот вопрос не актуален. То есть эта причина, по-моему, будет такой стопроцентной, отмазкой, да, для того, чтобы нам создать какое-то дополнительное препятствие. Ну, понимаете, с одной стороны, да, с другой стороны, давайте объективно. Вот кто-то верит, что по состоянию на сегодня, или через там полгода, или через год у нас будет формализованный договор с Россией об окончании войны. Я думаю, этого не будет. Путин вряд ли подпишет какой-то такой документ. Поэтому НАТО в любом случае придется придумывать какой-то новый механизм для Украины, который будет предусматривать, например, состояние страны в вечной войне с Россией, условно говоря. То есть какой это будет механизм? Ну, это уже вопрос к НАТО и к Украине в том числе, потому что мы можем выступить со своими предложениями. Тарас, как считаешь? Ну, я думаю, что ничего особо говорится не будет. Украина уже и так де-факто является членом НАТО, только без 5-й статьи. Да? То есть есть и координация спецслужб, есть и координация военных ведомств. Фактически, то есть фактически разведывательность. То есть мы как часть единого механизма НАТО уже работаем. Я думаю, что они не будут пока делать резких никаких движений. Это связано с тем, что россияне ж постоянно пугают, в том числе и западный истеблишмент, и граждан тех стран, что вы уже вступаете в прямой конфликт с НАТО. Да? То, что вы уже воюете с Россией, то есть есть вероятность ядерного удара. Ну, как они это преподносят, да, то есть идет прямое столкновение и так далее. Поэтому я думаю, что никаких особых таких формальных движений не будет. Но фактически они уже идут. То есть армия сейчас переобучается, перестраивается как раз по западным стандартам и все, что с этим связано. Пока речь не будет идти о выходе на границы, я думаю, тут вопрос даже не в договоре. Договора не будет. Это будет как с Японией, скорее всего. Вот с Японией до сих пор нет мирного договора, например, у России. Да? Вот какое-то там перемирие, как-то там договариваться и так далее. То есть как-то оно будет зафиксироваться без выхода на границы Украины 91 года, я думаю, что вступление в НАТО речь идти не будет. И американцы тоже до конца не будут говорить, вступайте, не вступайте, по крайней мере на этом этапе. Но по поводу там позиции Германии и всех остальных, если, точнее не 10, когда американцы захотят, позиция быстро начнет меняться, да, даже в Венгрии. Если даже Венгрия начнет что-то там вспоминать и говорить, пару звонков из Вашингтона быстро настроит на этот. Почему? Потому что это стратегически важный регион сейчас. Да? То есть американцы, англосаксы всегда рассматривали этот регион
это еще Гелфорд Маккиндер, основатель геополитики, еще в начале 20 века сказал, что кто контролирует Восточную Европу, тот контролирует Хартленд, кто контролирует Хартленд, контролирует Евразию, кто контролирует Евразию, руководит миром. Это создает предпосылки для экспансии англосаксов в Евразию, то, что они давно хотели делать и контролировать ее постоянно, там, да, не давать усиливаться тем или иным странам. Поэтому в данном случае интерес англосаксов однозначный, интерес Британии однозначный в 2 раза. Почему? Потому что Британия после Брексита хочет найти свой путь в Европе, потому что с Украиной и с Польшей они великая держава, а без союза с Украиной и с Польшей они просто остров, который когда-то был Британской империей. Вот начал уже говорить о том, что фактически это было требование России еще до начала войны, что не вступление в НАТО, это постоянно там от разных клерков звучит, но по факту они же признают, что они воюют фактически уже с блоком НАТО. И таким образом приравнивая Украина уже к НАТО. Так в чем тогда проблема? Это другая логика. Я думаю, что когда они говорят о том, что они сейчас воюют с НАТО, они готовят почву для отступления. Объяснение, почему мы проиграли. То есть они же там четко говорят. Это понятно. Все было сильнее, мы плохо подготовились. Против нас 50 стран. Поэтому давайте сейчас отступим, подготовимся. Помните, как это граф Горчаков говорил, после Крымской войны Россия сосредотачивается, то есть они к этому готовятся. А так они в действительности это уже признают, тут вопрос не в самой формулировке, то есть это уже часть их пропаганды, связанная как раз и на внутреннюю аудиторию, и на внешнюю аудиторию, конечно. Вот вопрос. Президент фактически, да, вот такими заявлениями никто не поймет, он каким-то образом там поддавливает, да, фактически НАТО. Можно ли какие-то вот называть рычаги, как вы думаете, который может использовать Украина, чтобы действительно, я не говорю там шантажировать, но вы помните, как мы писали письмо, да, фактически, то есть вышла тройка, как для многих неожиданно тогда написали письмо, вот оно есть. Что мы можем сегодня предложить, какие рычаги для того, чтобы действительно ускорить этот процесс? Мне кажется, главный переговорщик вообще во всех этих процессах — это наши вооруженные силы. Это очень важный момент. Да. И президент, конечно, эту тему будет по максимуму эксплуатировать, и это правильно. Потому что если у тебя есть такой ресурс, то ты его должен максимально представлять и показывать, что смотрите. И тут, кстати, не надо бояться брать иногда какие-то глобальные заявления, которые раскручивает Россия, но только их раскручивать в свою пользу. Что если бы не Украина, война с большой вероятностью шла бы на территориях стран, которые уже были бы членами НАТО. И далеко не факт, что ядерный зонтик он бы сработал. Потому что война в Украине что показала? Что можно в 21 веке начать конвенционную войну. Понятно, ядерная страна против неядерной, но вот даже гипотетически американские эксперты, кстати, очень много сейчас это моделируют. А что было бы, если Путин вот такими конвенционными методами напал там, не знаю, там, на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, то же самое. Ударило бы НАТО в ответ ядерным оружием. Так вот, далеко не факт. Может, они бы как раз могли бы сказать, что это же конец всей земли, значит, будем воевать, соответственно, конвенционными методами. А что там у нас с армиями стандартными во многих странах НАТО? А очень плохая там ситуация с такими армиями. Там, по сути, Штаты, Польша, Британия, Франция. У остальных, Германия вообще показала просто полный развал армии, по сути, изнутри, неготовность к подобным боевым действиям. И тут Украина в этом плане показывает ресурс, который мы можем использовать. Поэтому президенту надо давить на вот этот факт, что вы сейчас не просто про Украину говорите, вы в том числе про свое будущее говорите. И не взяв Украину в НАТО, вы создаете себе проблему на года. Потому что Россия будет сюда лезть, она не будет останавливаться, вы все равно будете платить за это, все равно будете помогать, все равно будете увеличивать свои военные бюджеты. Так зачем заниматься всем тем, чем можно решить гораздо проще? Давайте по-другому. Принятие Украины в НАТО, предположим, гипотетически, там, в июле какие-то шаги вперед, в скором времени принятие Украины в НАТО, оно ставит точку на этой ихней специальной военной операции и по-нашему на войне? Сначала разгром, а потом смута в России, только и в этот период возможно вступление в НАТО. Либо промежуточная модель, которая уже была апробирована на Швеции и Финляндии, прямые гарантии со стороны ядерных государств. То есть США и Британия напрямую гарантировали неприкосновенность. То есть это круче вообще, чем НАТО в действительности, потому что у нас многие часто говорят про пятую статью этого устава НАТО, но не все читали ее.
А наш, как и любой международный договор, а наш хитровато написано, которое позволяет двояко интерпретировать это. Там, например, написано, да, нападение считается на всех страны, но там как написано, то есть каждая страна помогает, как считает нужным, запятая, только потом военными средствами. То есть то, что как Германия высылала 5 тысяч шлемов, как они говорят, да, это тоже считается помощь, с точки зрения да. помощи. Да. И поэтому очень правильный вопрос. Вот как раз вот в странах Балтии в начале тоже широкомасштабного соединения тоже был очень острый вопрос. А что, кто будет защищать нас? И почему и защищать нас, потому что в немцах они, понятно, не уверены, понимают, что они всех сдат. Есть ли ресурс у Польши, да? И поэтому в этом контексте вот появление вот дополнительной силы, как Украина, Польша, это сильно стабилизирует ситуацию. И выстраивание как раз вот то, что я говорил про Хартленд, да, вот контроль Хартланда. Англосаксам это интересно. То есть в этот такой неформальный вот Балто-Черноморский союз, то, что мы часто говорили, вот он вот выстраивается теперь на понятных интересах, куда кроме Польши идут все страны Центральной Европы. Вот это Бухарестская девятка, есть такой формат. Буш приезжал и уже встречался в этом формате. Страны Центральной Европы, страны Балтии и Скандинавии. Тогда вот в этом формате это взлетает. Я единственное хочу вспомнить, что вот во времена президентства Трампа была такая история с так называемым казусом Нарвы, да, когда смоделировали, не что будет, если в Нарве появятся зеленые человечки, как будет реагировать НАТО. И те результаты моделирования, которые они получили, там очень серьезно к этому относятся. Они, мягко говоря, шокировали в основном тех же американских военных, потому что с политической точки зрения и фразы Трампа, который путал постоянно Литву, Латвию, Эстонию, где вообще они там находятся, что это такое, они поняли, что тут есть очень большая проблема. Украина с где-то 250-300 тысяч армии, которая может остаться после войны, опытная, подготовленная, знающая, как воевать. Они же сами говорят о том, что не мы их учим, они нас учат тоже в значительной мере. Это настолько усиление просто всего фланга и вообще альянса, его потенциала, что сейчас такая парадоксальная, наверное, где-то ситуация, что большое количество стран заинтересованы во вступлении Украины даже больше, чем, грубо говоря, Украина. И мы должны этим пользоваться, поэтому вот такая здоровая наглость, которая иногда кому-то может там не нравиться с точки зрения заявлений, которые делает наше там высшее военно-политическое руководство, я наоборот ее приветствую, потому что это отвечает национальным интересам. По-другому не зайдет. Надо говорить на понятном языке, и он подходит. Ну вот смотрите, давайте о контрнаступлении. Уже несколько раз от вас прозвучал тезис о том, что действительно успех контрнаступления позволит решить многие вопросы, в том числе и ускорение по вектору НАТО. Не кажется ли вам, тут очень много вопросов, а не кажется ли вам, что действительно сейчас у украинского общества, в том числе и для западных элит, есть некий завышенный барьер ожидания именно от этого контрнаступления? Вот как быть с этим? Смотрите, вот эти Пентагон Ликс, так называемые, они, наверное, где-то этот барьер немножко понизили, потому что, или наоборот, еще выше там сделали, не знаю. Но в том плане, что там было сказано, что есть определенные какие-то сомнения, что это будет настолько все прям успешно, как было, например, во времена Харьковской или там Херсонской операции. Но нам как бы на это не надо обращать вообще никакого внимания. Почему? Потому что понятно, что у общества ожидания есть, чтобы война быстрее закончилась. Я думаю, любые знакомые, друзья наши, они все думают о том, чтобы быстрее. Мы то говорили там в 22 году, сейчас говорим в 23 году. Никто же не хочет это переносить на 23 год, но есть объективная ситуация, она связана с тем, что наступление либо контрнаступление, это же не компьютерная игра, это очень серьезный процесс. Если посмотреть просто сейчас на всю линию фронта, почти 1000 километров, то видно, что подготовка к нему ведется. Мы просто этого не видим, потому что те спикеры, которые даже от генерального штаба озвучивают какие-то цифры, они озвучивают там верхушку айсберга. Количество там ударов по тыловым частям, различным там центрам принятия решений, как любят россияне, говорят, только российский, оно огромно по всей линии фронта. Поэтому когда это произойдет, где это произойдет, это на сегодняшний день вопрос, на самом деле, очень открыт. Единственное, с чем можно согласиться, я, по крайней мере, я, конечно, не военный эксперт, но это с логики определенной проистекает, проведение подобных операций, что, конечно, успех, неуспех будет зависеть там буквально в течение первых там нескольких суток. Но судя по тому, как активно вбрасывается с информационной точки зрения различная информация, которая дестабилизирует россиян, вгоняет их в какие-то где-то там панические настроения, да, там обвал фронта, какая-то там стагнация, но она в принципе возможна. Вот по сути как бы информационная, наверное, вот
информационное контрнаступление, которое уже витает в воздухе там, на протяжении нескольких месяцев, оно, по-моему, уже работает и действительно имеет какое-то действие. Потому что, глядя на тех же пропагандистов, они в тихом ужасе рассказывают о том, что нас ждет контрнаступление. Они боятся, что посыпется фронт по разным причинам, потому что наши военные готовились, их военные непонятно как готовились. А информационное, может быть, фактически это и есть главная задача этого контрнаступления? Такая информационно-психологическое просто давление на врага? Она информационно, у американцев есть специальный для этого термин, это создание обстановки стратегической неопределенности, которая в нашем понятном людям языке определяется пословицей: ожидание смерти хуже, чем сама смерть. То есть они создают постоянное давление информационное на россиян, которое на них проходит. То есть нервозность, мы тоже это видим. Там, те же заявления Пригожина, там, да, а давайте так и так. Да, то есть предложения Путина, попытки россиян постоянно остановить вот любые контрнаступления. Это ж очень вот видно было с последних заявлений. Вот Лукашенко, когда вот выступал 4 часа, там же главное что было? Даже не эти мирные переговоры, там было главное что? Никакого контрнаступления, потому что это эскалация. То есть постоянная вот идет. Даже вот с этими материалами, которые вот выступали, как, понятно, что там куча было материалов, но русские как раз раскручивали то, что относится к Украине. А Песков же четко как бы сдал все. Он что сказал? Это является доказательством того, что американцы уже напрямую воюют с россиянами, и НАТО напрямую воюет с россиянами. То есть посыл такой: прекращайте помощь, потому что вы уже выходите на конфликт с нами. Там мы потом видели, там Трамп вдруг вспомнил, что Третья мировая война. Ле Пен проснулась во Франции, которая задвинула очень хитрую формулу, что поражение Украины это является катастрофа, но победа Украины приведет к Третьей мировой войне. То есть эти все процессы идут. Они пытаются делать, американцы играют на своем, они четко не показывают, что передается, а что не передается. Создают состояние нервозности в первую очередь россиян. И это тоже часть стратегии. То есть там сливается видео, где вот там куча техники идет и так далее. Это уже чистый сунзы. Кстати, вы же заметили, да, что в последнее время действительно уменьшилось количество информации о том, что передается, потому что если раньше это была такая детализация, это чуть вплоть до калибров, сколько чего, то сейчас это уменьшилось. То есть русские и так это все время тиражировали, что им передается, это наводило определенный ужас. А сейчас, как мне кажется, еще больше ужас наводит то, что они не понимают, что передается, только есть ощущение, что передается еще больше. Больше, да, это да. Вот как вброс сегодняшний, там, да, Европа там подготовила 60 тысяч украинских военных, там еще сколько-то готово. Вот такие цифры, они, конечно, на них производят впечатление, потому что они подкрепляются кадрами там в ТикТоке, еще где-то, да, где показывают какие-то колонны украинских воинов, неважно какого года, кстати, даже абсолютно. Но оно действует очень деморализующе вообще на самих россиян, которые это разгоняют. И вот мне кажется, я сегодня с утра видел там короткое видео, Скобеева задает какому-то там, не знаю, какой-то или корреспонденту, или кто, он прямо на фронте, там российский, он говорит: а у вас вообще есть ощущение, что украинская армия выдыхается? Там минуты полторы говорит вот все вокруг того, что вот все, они уже, мол, истощены. И вот чувак, извините, отвечает одной фразой: нет, у меня нет такого ощущения, а даже наоборот. То есть у них уже реально в прямом эфире, даже они не знают, как себя вести в таких ситуациях, они вроде бы задают людям, которые знают правила игры, что надо говорить только то, что надо говорить. Но у этих людей уже как бы нету вот этого понимания, или уже есть реальное понимание, что происходит там. И они говорят: да нет, тут наоборот все как бы немножко не так, как там рассказывают. Вот пусть они больше в этом варятся, потому что потом это действительно, знаете, может начаться, и они реально там все побросают и начнут бежать, как это мы видели, например, там под Херсоном или на той же Харьковщине. Давайте поговорим о том, в какой реальности мы можем оказаться после контрнаступления. Надеюсь, удачное, успешное. То есть к чему мы можем подойти вот в этот момент? Это смотря какой будет результат. Там же главное, я поясню. главная задача — это выйти на берег, как я понимаю, Азовского моря. То есть разорвать полностью группировку, о чем, кстати, россияне тоже открыто говорят, что после разрыва вот этой группировки, то есть под угрозой остается там Херсонская область, Крымский мост начинает вдруг
получать производственные травмы, несовместимые с целостностью его, и так далее. То есть вот на чем они акцентируют внимание, они понимают опасность этой ситуации, а дальше могут быть разные вещи, в первую очередь связаны с российским руководством, потому что, ну вот по моим наблюдениям, если Харьковская операция убедила в первую очередь Запад в том, что Украина может выиграть, они, потому что не верили, они говорят, как-то будет клинч, как и россияне это подавали, то уже после Херсона, я думаю, что уже российская элита в большинстве своем уже все давно поняла. А после этого и процессы недоверия к Путину, они все равно нарастут, как бы мы ни думали, как бы то есть Путин вынужден мобилизацию проводить, хотя они этого категорически не хотели делать, потому что понимали, что это будет напряжение в российском обществе будет нарастать, и оно, скорее всего, нарастает. И, соответственно, это этот вопрос как раз связан с тем, что где оно, на каком этапе оно становится. Если там, как в любом деле разные сценарии настраиваются, программа минимум это, скорее всего, выйти на берег Азовского моря. А программа максимум это организовать вторую Харьковскую область. Кстати, в продолжении этой версии скажу, что есть ведь сценарий, что фактически и русские генералы понимают бесперспективность их армии именно в ходе этого контрнаступления, но не имея возможности, так сказать, донести эту точку зрения, то есть фактически идут на то, что они понимают, как назло маме отморожу уши. Они могут вообще тихий саботаж сделать, потому что в действительности, если у россиян вопрос становится то, что они уходят например, по запасам своих ракет уходят ниже минимума, чтобы защищать вообще все, у них же огромная страна. Для этого необходим какой-то резерв оружия, удерживать вообще ситуацию в стране и так далее. Поэтому я думаю, что они это понимают. Возможно, что там уже в России, по моим наблюдениям, уже как раз есть четкое понимание, что война проиграна. Тут вопрос, а фактор проигрыша в Украине будет использоваться как фактор борьбы за власть и за ресурсы непосредственно уже в постпутинскую эпоху. Она уже как раз началась, по моим наблюдениям, эта возня, как раз после Харькова. Когда после Харькова это уже началось, когда... Для них это шок был, на самом деле, потому что они не ожидали Херсон этого. Это вообще дополнительный шок. И тогда они... То есть эти настроения, которые пересказывал в этом разговоре Пригожин, который продюсер с этим Ахмедовым, они очень четко ложатся в настроение. Да. Поэтому они очень подробно... Это вопрос к тому, кто это слил. Вопрос еще о другом. Все-таки какая реальность может наступить? Вы смотрите, опять-таки в информационном поле очень много присутствует сообщений, что у нас окно возможностей до осени, связано это с выборами там и так далее. Ведь там не прямо американцы говорят о том, что все, что там до середины лета отвоюете, заберете или до осени, там все ваше. Так все-таки на какую реальность можно выйти именно после контрнаступления? Каких-то переговоров, договоренностей или ультиматумов, что будет вот так или там пойдем дальше? Что это может быть? Кстати, по штатам, у нас почему-то все упираются в этот год, и говорят, что в следующем году уже в Штатах выборы. Штаты в выборах 5 ноября. То есть это еще времени имеется в виду старт предвыборной кампании. Смотрите, успехи Украины на фронте в том числе, они же однозначно будут использованы тем же Байденом, который вот-вот официально скажет, что он идет на выборы. Так он, по сути, начал предвыборную кампанию здесь под звоны. И они пойдут ему в очень большой плюс. Поэтому если здесь будут успехи, то помощь не то что уменьшится, она может даже увеличиться. Мы не знаем пока, сложно прогнозировать, как будет идти кампания в Штатах, но если, например, Трамп будет участвовать до конца, у них, скорее всего, будет непонятно до последнего момента. Они где-то ноздря в ноздрю будут идти, но Украина, с точки зрения успеха, может для Байдена играть очень важную роль. Поэтому тут как раз с помощью может быть все нормально. А Европейский Союз, раз правильно говорил, что как Штаты скажут, так по каким-то вопросам отдельные страны так и будут действовать. Скажут, что мы увеличиваем помощь, поддержку и так далее, значит, они будут увеличивать, но им надо история к успеха, чтобы они это видели. Касательно, что это может для нас открыть, вопрос же в тех территориях, которые мы освободим. Понятно, что Россия вытащит однозначно в очередной раз ядерный козырь, начнет размахивать этой дубинкой, кричать ударим, жарим и так далее. Вряд ли это как-то зайдет, потому что тут уже и Китай, наверное, будет поагрессивнее реагировать на подобные заявления. Они не готовы к этой ядерной риторике и не будут готовы еще минимум несколько лет. Пока у них не будет паритета со Штатами, Китай все эти вопросы про ядерное оружие, он будет отметать, в том числе и на примере Российской Федерации. Я больше поверю, что они начнут им помогать как-то там, по
закрытым каналам в военно-техническом плане, но ядерное оружие они не позволят использовать ни в каком как бы, Ну, формате. кстати, по поводу помощи военно-технической, очень много сейчас информации в различных источниках о том, что китайцы могут отдать русским вот этот вот старый там хлам, металлолом, вот, то есть, ну, на фоне там переброски там Т-52, там, ну, и так далее, то есть, возможно, это время, да, это логистика. возможно, да, и передадут, но давайте... Тут вопрос в другом. То есть, смотрите, для того, чтобы там передавать технику, да, нужно понимать, если они не будут уверены, что русская армия сможет совладать даже с этой техникой и решить этот вопрос, то они так поставляться не будут. Да, где-то они какие-то там компоненты, скорее всего, поставляют. В принципе, как Китай не запрещает и нам поставлять многие компоненты, давайте тоже об этом не забывать. Потому что все беспилотники, которые наши волонтеры ищут по всему миру, это китайского производства. Да? Ну, они покупают их не в Украине. Не, подождите. Китай при большом желании может заблокировать это, либо ограничить экспорт в нашу страну. Но они этого не делают. Давайте тоже об этом помните, когда мы тоже говорим о Китае. Поэтому в данном случае, конечно же, позиция у них, ну, если говорить ожидаемо, по поводу ядерного оружия, у них вопрос не в любви к Украине. И вообще-то они понимают какие-то последствия, даже перенос ядерного оружия в Беларусь. Пойдет каскадное появление ядерного оружия тех стран, которые они вообще не хотят, чтобы появлялось. Это в первую очередь Япония, у которой технологическая база уже полностью для этого готовится. И они, кстати, ведут переговоры с США и у Южной Кореи, которые требуют для того, чтобы им дали возможность создавать собственное ядерное оружие. А это создание дополнительного очага напряженности Китая. Китай, думаю, дальше у японцев все-таки милитаристические вот эта основа их имперскости, она никуда не делась, она чуть-чуть притрушена, да, но если там начнешь это чуть-чуть тереть, то очень много сюрпризов тоже Китай может ожидать, потому что Китай за всю свою историю, как бы они ни говорили, они никогда не были экспансионистской державой, они были фактически всегда в своих границах, а вот Япония, да, она и в Китае экспансию проводила, и на Юго-Восточной Азии и так далее, и поэтому там могут очень много нюансов возникнуть вокруг этого. Вот это главное, чего Китай сильно опасается. Фактор Китая последние 1,5 месяца, понятно, как бы он превалировал в информационных сообщениях, все ждали какой-то позиции, да, там, разговора после Москвы, была информация, что могла быть встреча Зеленского с Си в Польше, ну и многое-многое другое. Сейчас был визит Макрона в Китай, от которого тоже что-то ждали, но, как мы понимаем, Макрон как бы больше визит использовал как бы для себя, да, для своей, может быть, успокоения внутриполитической ситуации. Как вы считаете, все-таки позиция Китая, насколько она может быть решающей в этой войне? Ну, она тоже зависит от того, что будет происходить на фронте. Мне кажется, они также будут наблюдать, конечно, что смотрите, будет. когда Си Цзиньпин съездил в Москву, я думаю, он там как бы ехал с 2 главными задачами. Первое, посмотреть вообще вживую, что там происходит, и отсюда встречи не только с Путиным, но и, например, с официально вторым человеком в государстве, которым является их премьер-министр по Конституции. И когда он отдельно, говорят, настоял на этой встрече и пригласил их приехать потом в Китай вдвоем, то есть не просто там Владимир Владимирович, но и вместе со своим как бы премьером, это был очень интересный такой момент. Даже многие российские обозреватели, абсолютно преданные власти там, и которые за войну руками и ногами, говорили о том, что мы увидели парад будущего вассалитета, когда все как бы перед Си пытались показать, что я вот важная фигура, обратите на меня внимание. И второй момент, конечно, они же видят ситуацию, которая в Украине. Они знают прекрасно про проблемы российской там армии и так далее. Выступать сейчас каким-то мирным планом, общаться с Зеленским, о чем-то говорить, а потом эти идиоты проиграют, убегут, например, там, с Украины, и Китай будет выглядеть, мягко говоря, не в очень хорошем свете, им не надо. Поэтому они заняли выжидательную позицию. Плюс вот визит там Макрона, я думаю, не только Макрона, и возможно, Си Цзиньпин поедет, кстати, по Европе, говорили, что может быть организовано турне. Это такой процесс как бы налаживания других каких-то связей, ну и наблюдения за этой ситуацией. Как только более-менее что-то где-то начнет решаться, поверьте, оно для нас будет означать сдвиг не только в плане там, НАТО, Европейского Союза или вообще всех глобальных изменений, но и Китай сразу выйдет на арену и скажет, что а вот у нас был план, мы его немножко тут модифицировали. Ну, заметьте, пока пропал этот план. Потому что это же не план и не мирный. То есть они специально его написали таким образом,
чтобы его можно было двояко трактовать. Ну, слушай, в этой стране же написали искусство войны, по большому счету. Это же тоже надо понимать. Не, в этой стране написали, но используют лучше, по-моему, американцы. Все-таки По состоянию на сегодня. В Китае же у него такая проблема. У них они много чего сделали, но довели до ума страны смысле, Запада. да. Довели Лучше все-таки Запад. до ума западные. То есть я вот смотрю на ту же вот ситуацию с тем же ордером на арест, когда накануне его визита Си Цзиньпиня. То есть тут опять же чистый сюньцзы, только уже правильно сделанный, хорошо вкрученный, который, я думаю, китайцы не просчитали, что такое вообще возможно. Вот. И поэтому тут Китая главная задача. Конечно, для Китая проигрыш Запада в Украине — это плюс. Тогда, как правильно говорят поляки, следующее будет Тайвань. Тогда американцы будут уже точно слать своих солдат, потому что они фактически подтвердили, что будут защищать Тайвань. Поэтому второй вариант, даже если после проигрыша России, они в принципе тоже ничего не теряют. То есть задача Си Цзиньпиня и Китая — это контролируемость Российской Федерации, чтобы, если и будет гражданская война, то недолгая и мало, и подальше от нефтегазовых этих, контролируемость процессов Российской Федерации даже после смены власти Путина, чтобы они не смогли отрицать те договоренности, которые уже достигнуты, потому что я уверен, что в российском руководстве очень тоже много вопросов по поводу Китая. Все-таки, как бы мы ни говорили про Россию, это все-таки страна больше западной культуры. Они же выстраивались как западная страна. Поэтому, если они будут полностью пытаться играть на поле азиатском, они там точно проиграют. Потому что они не азиаты. Потому что совершенно другая культура. Это, знаете, как есть есть чужие. Чужие. Вот ты приехал, там, вот даже когда ты общаешься, например, с азиатами, ты понимаешь, что люди совершенно другой культуры. Ты даже не можешь, вот даже на невербальном знаке ты не понимаешь, а что он думает. Да, вот что он думает. Вот мы сидим, мы так приблизительно понимаем. Да? А они совершенно другие. Поэтому главная задача Китая, да, возможно, потом поставить там флажок, что мы тоже принимали участие как с Россией, как миротворцы, но у меня есть подозрение, что они не просчитали уровень невменяемости Путина. Потому что когда Китай заявил, что он миротворец, то следующим шагом это означает, если ты общаешься с Путиным, то значит следующий этап — это общение с Зеленским в данном случае. Да? А этого не произошло, потому что Китай видит, что в действительности, если они сейчас пишутся, да, то будут плохо выглядеть. Но проблема в том, что они и так плохо выглядят, потому что теперь звонок Китая Зеленскому больше нужен Китаю, чем Зеленскому, например, чем Украине, потому что у Украины есть стабильная коалиция. Наша власть нежно передала документы с мирным планом Зеленского в китайское посольство, где сказали: вот мы видели ваш мирный план, вот хороший, наш, хорошо написан, да, цветасто по-китайски, молодцы, красиво, но у нас есть другой план, который вот такой вот, и он уже проголосован в Генеральной Ассамблее ООН. Почему? Потому что в так называемом мирном плане Китая нет главного. Во-первых, требование увести войска и наказание агрессора. А тут Китай попадает в свою же дихотомию своей внешней политики, потому что все 70 лет они требовали целостности суверенитета государств, исполнения устава ООН и так далее. Так устав, буква и дух закона ООН как раз заключается в том, что агрессор должен понести наказание, а у вас этого нет. И поэтому очень много, они сами в действительности очень в такой сложной ситуации, как бы мы и не говорили. Китай будет наблюдать, мы будем в свою очередь наблюдать за Китаем, но понятно, что они попытаются воспользоваться ситуацией, рано или поздно выйти с каким-то планом. Но наша задача, чтобы этот план максимально соответствовал нашему видению. То есть он Китаю в любом случае будет выгоден, потому что Китай максимально там колонизирует в разный способ ту же Российскую Федерацию, но они, вот главное же еще отличие и нас, и вообще западной цивилизации от тех же китайцев. Мы все-таки в большей мере мыслим на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Они смотрят очень-очень далеко. Там лет 50 это для них нормальный горизонт планирования. И где-то вот в этом их горизонте у них все типа складывается. Поэтому некоторые их действия, которые для нас удивительны, они на самом деле удивительны, если посмотреть сесть на их место и посмотреть, как они это видят. У нас горизонт планирования несколько другой. Я думаю, что ближайшие недели, наверное, будут очень жаркими и интересными. Дай бог, чтобы они принесли хорошие новости. Тарас Загородний, Игорь Рейтерович, спасибо огромное. Ребята, это «Система». Обязательно подписывайтесь, комментируйте, пишите свои вопросы. Всего доброго, счастливо.
Спасибо. Спасибо.